знаете, так не пойдет. Я представляю просто... Представьте себя на сцене. Вы выходите, и вы, не я. Просто каждый из вас, представьте себя в моем положении. Вы выходите на сцену и говорите: «Добрый вечер, уважаемые дамы и господа». Как вы отреагируете? Мне очень приятно это слышать. Спасибо большое. Это совсем другой прием. И сегодня у нас будет очень интересный вечер. Меня зовут Константин Ашрафьян. Я являюсь предпринимателем России, с гордостью об этом говорю. И прежде чем мы начнем наш вечер, хотелось бы спросить вас. Кто из вас знает, сколько сейчас население Земли? Есть варианты? 8 слышу. Еще есть? 7. Еще есть? Больше 7. Замечательно. Итак, действительно, 31 октября 2011 года население Земли стало более 7 миллиардов. Можем друг другу похлопать за это. Мы живем в век коммуникации. Просто отстраиваюсь. Так, значит, что изменилось у нас? Баланс. Можно совсем отключить свет? Смотрите, что произошло у нас. У каждого из нас бывают вот такие периоды в жизни, когда свет начинает угасать. И когда мы начинаем думать, как же быть дальше? Как? И мы сидим и думаем, что будет с нами впереди. И самая удивительная вещь, наверное, на сегодняшний день заключается, что никто не может, кроме вас самих, сказать, кем вы станете через 5 лет и сколько вы будете получать. Все будет зависеть только от вас. И поэтому, когда случаются такие вещи в жизни, мы обращаем внимание на что-нибудь. Посмотрите, видите, вот написано «выход». Вон еще выход. Вот еще выход, а вот еще выход. Но если бы этих надписей не было, вы бы не знали, какой у нас есть выход. И когда вы сегодня будете слушать легендарного человека, который зайдет на эту сцену, вы получите просто информацию. Как информация о выходе. Воспользуйтесь ею или не воспользуйтесь, решать вам. Мы навязывать ничего не будем. Но если вы сегодня откроете свою душу, откроете свое сердце, примите эту информацию и, самое главное, поверите в нее, то, наверное, этот сегодняшний вечер не будет пустым. Он будет тем вечером, который может изменить вашу дальнейшую жизнь. Ибо завтра наступит с изменениями только в том случае, если вы сегодня их хотите и начинаете действовать. Итак, я хочу пригласить на эту сцену соавтора фильма «Секрет», автора «Закона притяжения», легендарную личность, человека необыкновенного. Это человек, которого ждут на многих континентах. Это человек, который впервые приехал в Москву. И от того, как вы его встретите сейчас здесь, зависит то, как он полюбит нашу страну или нет. Итак, встречайте легендарный Боб Дойл! Встречайте помощника Боба Дойла, представителя в России и странах СНГ, его переводчик Ольга Ковалева! Спасибо, что вы здесь. I want to thank Olga because without her you wouldn't understand nothing I say. А вот Ольгу хочу поблагодарить. Без нее ничего не поймете, что я говорю. Вопрос еще. She could say anything, actually. I Дело wouldn't в том, что know. она вообще может говорить все, что она хочет. Я не пойму. But I do want to thank Olga and Constantine and the world people for inviting me here from all the way across the ocean. Но я хочу поблагодарить Ольгу и Константина и компанию «Люди мира» за то, что они пригласили меня сюда, перевезли через океан. I always appreciate the opportunity to share this message, especially with Я people who всегда благодарю и очень рад возможности поделиться этими знаниями с людьми, особенно may not have heard it quite as much as us in America. Особенно с теми, кто, возможно, не слышал об этом столько, сколько в Америке об этом говорится.
The information I'm going to share with you today changed my life in a profound way. То, о чем я сегодня собираюсь вам рассказать, вы знаете, очень серьезно изменило лично мою жизнь. And I've seen it change the lives of thousands since I've started working with И вот it. с тех пор, как я начал работать по этой теме, я видел, как это меняет жизнь тысяч людей. I want you to understand that, this is not what I thought I'd be doing 10, 12, 15 years ago. Но вы знаете, во-первых, я хочу вам сказать, что еще 12-13 лет тому назад я даже не подозревала, что вот сегодня я буду делать то, что делаю. It would have been, if someone had told me that I'd be speaking in front of people about how to create lives of abundance, I would not have believed them. И если бы мне кто-то тогда сказал, что я буду стоять вот перед аудиторией и рассказывать ей, как создать для себя счастливую и богатую жизнь, в жизни бы я в это не поверила. And the idea that I would have one day had the opportunity to be involved with a project like The Secret would have been completely impossible. И если бы тогда мне сказали, что я стану участником такого проекта, как «Секрет», я бы тоже в это не поверила. But there are some things that I did in my life Но я в своей жизни сделал определенные вещи, basic principles I started to live by и благодаря определенным принципам, по которым я начал жить, that made all of this possible. сделали возможным вот все то, что произошло потом. And my message to you today is that if you learn these principles, И сегодня я хочу сказать вам, что если вы узнаете, поймете эти принципы, and integrate what you learned here today, и если вы воспримете и примените то, о чем вы сегодня узнаете, amazing things can happen to you no matter what your life has been so far. то с вами могут произойти удивительные вещи, независимо от того, что сейчас происходит в вашей жизни. Now, I want to tell you that the stuff that I'm talking about today И я хочу сказать вам, что вот то, о чем я сегодня собираюсь говорить, are things that I would have had a very hard time believing, that I did have a hard time believing at first. это те вещи, в которые мне, например, лично было очень тяжело поверить вначале. So I want to tell you a little bit how I got from where I was to where I am. Поэтому я хотел бы немножечко поделиться с вами, рассказать вам о том, вот каким я был, какая у меня была жизнь раньше, и каким образом я стал таким, каким я являюсь сегодня. And maybe you'll see bits of yourself in my story. И может быть в этой моей истории вы увидите себя. The details may be different, but the outcome can be similar. Может быть, вы знаете, какие-то детали нашей жизни, конечно же, разные, но вот вывод, результат будет одинаковый. 12 years ago or so, I was struggling, financially and otherwise. Примерно 12 лет тому назад моя жизнь была очень сложной, потому что в финансовом плане были большие проблемы, и в других планах тоже. Like many people, I was just trying to find my place on this planet. И вот как многие другие люди, я пытался найти свое место на этой земле, на этой планете. And because so much of everybody's life is their career, И поскольку большую часть нашей жизни, во всяком случае жизни большинства людей, составляет их работа, it was important to me that I had a career where I could express для myself. меня было очень важно иметь такую работу, на которой я мог бы выразить себя. Where this person that was Bob Doyle could really be Bob Doyle. То есть работа, на которой человек по имени и фамилии Боб Дойл действительно мог быть настоящим Бобом Дойлом. We all have this essence inside of ourselves, our true selves. Дело в том, что в каждом из нас живет вот конкретный человек, вот наш внутренний человек. And if we're lucky enough to create a life where we can be that every day, then we really know happiness. И если нам удается создать для себя такую жизнь, в которой мы можем самопроявляться, быть тем, кем мы являемся, то вот это и есть достичь настоящего счастья. Unfortunately, what happens most of the time, it doesn't play out that way. Но, к сожалению, в большинстве случаев это не происходит. So, I want to tell you about sort of my path. И вот я хочу рассказать вам сегодня о собственном пути, о моем пути. So that you can see what I was up against. Чтобы вы увидели, против чего я выступал. And then what I did to change it. И затем, что я сделал для того, чтобы изменить свою жизнь. First, I want to go over what you can expect from today.
Сначала я хотел бы коротенько объяснить вам, что вы узнаете и услышите сегодня. Overall, what we're trying to communicate here is how you can create a life you love. Главная тема сегодня – это каким образом вы для себя можете создать ту жизнь, которую вы лично хотите иметь. Utilizing this principle of the law of attraction. Используя принцип закона притяжения. And following your passion. И следуя за своим увлечением, за той страстью, которая у вас есть, за мечтой. Now, depending on what you know about the law of attraction, a lot of this may seem very strange. Вы знаете, в зависимости от того, что вы знаете о законе притяжения, многое из того, о чем я сегодня буду говорить, может показаться вам странным. Very hard to believe. В это может казаться трудно поверить. But I'm inviting you just to listen. Но я сейчас просто прошу вас послушать. Try to have an open mind. Послушайте, откройте свой разум. But most of all, I invite you to try these things that I'm talking about. Но больше всего я прошу вас, пожалуйста, потом попробуйте осуществить в своей жизни вот то, о чем сегодня вы услышите. The simple exercises and techniques that I'm going to teach you today. И вот те простые упражнения, та простая техника, которую я сегодня хочу вам показать, Can't hurt you just to try. Больно вам не сделает. Попробуйте. And sometimes you may feel a little silly because it's so outside of your comfort zone. И может быть, когда вы будете это пробовать, вам покажется, идиот же я последний, честное слово, такое делаю. Почему? Потому что вы будете делать нечто совершенно непривычное для вас. But to make major changes in your life, you're going to have to do majorly different things. Но вы знаете, для того, чтобы коренным образом изменить свою жизнь, нужно делать вещи, которые коренным образом отличаются от тех, которые вы делаете сегодня. That means stepping outside of your comfort zone. Это означает выйти за пределы своей зоны комфорта. And trying things that you may not have ever considered trying before. И попробовать в этой жизни делать те вещи, которые вы никогда в жизни даже не пробовали делать. We're going to talk a lot about passion today. Сегодня мы будем много говорить об увлечении, о мечте, о страсти. Give you a clear idea of what I consider passion to be. Я сегодня постараюсь четко объяснить вам, что я под этим понятием понимаю. And then how many of us have become disconnected from our passions. И мы поговорим о том, что сегодня очень многие люди перестали мечтать. Они ушли от своих мечтаний, от своих увлечений. I deal with a lot of adults who couldn't tell you what they're passionate about anymore. Я встречаюсь со многими взрослыми людьми, которые не в состоянии сказать, а какие у них мечты. So we're going to talk about how that happens, and then more importantly, how to fix that. И сегодня мы поговорим о том, как это происходит, и более важно, мы поговорим о том, как это исправить. And really more importantly, why we must fix that, why we must reconnect with И our что passions. еще более важно, мы поговорим о том, почему это нужно сделать, почему опять нужно начать мечтать. Because really,